Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на будущее. События до конца марта. Что идет в вашу жизнь до конца месяца? Давайте с вами узнаем, что совсем скоро произойдет или будет происходить в вашей жизни. Какая история судьбы вас ожидает до конца марта? Рассмотрим, конечно, значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, и здравого смысла. Будем реалистами, всегда к этому призываю, однако надеюсь, что мы с вами, мои дорогие весы, проведем приятное время и какие-то подсказки все-таки вы получите. Итак, карты старинного цыганского пасьянса, которым очень много лет. Что они расскажут для вас? Какую траекторию судьбы они вам сейчас покажут, именно покажут. И никогда не знаю, что тут выпадет. Итак, что же там спешит в жизни весов до конца марта? Спешит, может быть, и уже где-то и на пороге, кто знает. Какие добрые события, хочется сказать, вас ожидают, мои дорогие весы. Пока не вижу совпадений, давайте пойдем вот прямо сразу в гости. Или вы засобираетесь кому-то в гости, может быть, и гости засобираются к вам. Может быть, и неожиданно. Вот, кстати, такую позицию мы с вами рассмотрим на Таро. Тут как по судьбе спешат гости. Может быть, это какие-то важные люди в вашей жизни. Но тут, скорее всего, продолжение, может быть, какой-то истории, но в новом формате. Потому что у нас тут кольцо, прочный союз. И вместе с тем, я должна сказать, у вас еще совпадает спокойное течение жизни. Вот когда свеча, это спокойное течение жизни. Но оставим это так. Давайте посмотрим, что нам еще расскажут карты. Вот, кстати, гости, а вы почему-то будете переживать. Что-то себе можете надумать. Вот ведь череп — это именно внутренние переживания, там сомнения. Знаете, когда думаем. И так думаем, и эдак думаем. Мы не знаем, как там правильно. Ну вот не мучайте себя понапрасну, так и хочется сказать. Ну, ага. Вы кому-то не верите. Может быть, прежде вас уже какой-то человек подводил. Хотя тут, наверное, не совсем так. Вот смотрите, мои дорогие. Вы тут правильные ориентиры берете. Или, я бы сказала, приоритеты расставляете. И делите, может быть, причесываете ваше окружение и понимаете. Может быть, какую-то историю следует продолжать. Но есть явно то, что вы будете завершать. Что-то из вашей жизни уходит. Я не исключаю, что это вы окончательный какой-то вердикт или решение примете. Но тут ведь у нас закрытый путь, да, это мы можем с одной стороны завершить какое-то дело. Может быть, эти два значения вместе с маской друг от друга разнятся. Это не есть одно и то же. И я тут могу вполне допустить, что это какая-то тема, которая долгое время, она, ну, вот знаете, как зависла. И тоже не развивалась. Или, может быть, вы как-то не могли осуществить что-то. А здесь как раз вы сумеете что-то осуществить, как по судьбе, и уже закрыть путь. Может быть, это решить вопрос по документам, по работе. То есть, или какие-то конкретные задачи, когда мы ставим точку, к этому больше не возвращаемся. Но точно так же вы закрываете дорогу злу, мои дорогие. Может быть, таким людям, которые... Ну, вот такие скользкие, мутные, непонятные. Говорят одно, а делают другое. Наобещают с три короба, как говорится, а в итоге пустота, какой-то вакуум. Вот вы правильно берете ориентиры через то, что вы каждого человека оцениваете по отношению к себе. И, может быть, это сделать совершенно необходимо. Но иногда так бывает, обжегшись на молоке, мы идем на воду тоже. И я так, к чему я веду речь? Что вот эти переживания вы кому-то не доверяете. Тут может что-то складываться у вас, а вы можете думать, ага, еще какая-то вторая часть марлезонского балета, я уже там был или была, больше не хочу. Поэтому, ну, может быть, лучше посомневаться. Вот знаете, всегда лучше посомневаться, нежели в человеке даже, да, чем мы скажем себе, что ну да, вот это вот что-то надежное, это уже можно успокоиться как будто. И мы тогда каких-то тонких граней или предупреждений, таких звоночков,
звоночков интуиции не слышим, не видим, мы как будто глухи. И может быть вот такая позиция для вас, она наиболее правильная. Здесь смотрите, что может быть еще. Тут действительно, почему закрытый путь, маска, смотрите, тут еще есть нож. Нож – это ссора. И это вы просто закроете какой-то ссоре дорогу. И вот как вот таким людям ненадежным закрываете дорогу. Но точно так же я все-таки допускаю, мы разные. Тут какая-то персона может искусственно создавать для вас, ну, как какой-то конфликт. Или может так специально, знаете, какую-то словесную дуэль, вот что-то такое. Но у вас будет великолепно работать интуиция, поэтому вам тут будут даны правильные подсказки. Вы будете точно знать, вот как будто что вы не хотите продолжать. Тут будет, если будут сомнения, поверьте, это на какой-то момент. А потом у вас как будто все, оно встанет на свои места. Может быть, такой путь вам необходимо пройти. Но я для кого-то не исключаю. Смотрите, как бы тут вот на одном пятачке как будто совпали несколько значений. И у нас костер, семейный очаг. Я допускаю, может быть, это кто-то из родственников, может быть, это даже друзья, или те люди, которые вхожи в ваш дом, и вот вы закроете как будто вот этот путь, может быть, каким-то недоброжелателем, и даже откажетесь от какого-то общения, как будто сами вот закроете от них свой дом, перед ними дверь, можно сказать и так. Вот где-то, может быть, и вполне вот так у кого-то проиграется. Но, видимо, для этого, смотрите, есть свои причины. И вот мы теперь можем соединить, да, в нашем пасьянсе по горизонтали, по вертикали в крайних рядах. Победа. Ну вот это и будет своего рода победа. Может быть, даже если и есть о чем-то сожаление. Но мы понимаем, что все сделали правильно. Поэтому победа в каком-то деле, в каком-то вопросе, который вас будет радовать, мои дорогие. Оно того стоит. Рано или поздно, вот говорят, сколько веревочка не вейся, конец будет, правда? Ну, так вот, стало быть, значит, наступает тот момент подвести какие-то итоги, сделать правильные выводы, чтобы идти дальше. Смотрю, что мы можем еще с вами соединить. Откровенно говоря, не вижу больше ничего. Поэтому давайте мы с вами продолжим. Но вот по части гостей, и причем это же совпало у нас первое значение, как какой-то судьбоносный союз. Знаете, может быть, это даже какая-то дружба или контактное лицо, и эта дружба развивается. И вам тогда может быть какой-то человек как по судьбе. И это не только до конца марта, а вот будут продолжено что-то, вот как отношения, эти контакты, может быть, или партнерские отношения. Вот есть такая очень мудрая фраза. Когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Ну вот что-то подобное, да, вот если мы говорим, переживание присутствует. Ну, видимо, этот ведь путь, он не такой большой. Тут как будто это все очень быстро у вас достаточно произойдет, по крайней мере, до конца марта. Отделите зерна от плевел. Итак, что уйдет? Вот так и хочется спросить, правда? А что придет взамен? Может быть, завершается, а это, ну, как что-то новое, которое уже стремится войти в вашу жизнь на смену старому. Давайте достанем такую карту внезапности, неожиданности. То, что вы, может быть, сейчас еще и не видите, не ожидаете. И по основным сферам жизни. Что ждет любовь, личная жизнь, взаимоотношения, что ждет весов до конца марта. По части работы, ваших достижений, ваши планы, контакты, может быть, встречи важные, вот, кстати, да, тоже что ждет весов до конца марта. Ну и финансы. Какая там история до конца марта по финансам у вас? Так что же это уйдет? Ну вот я не случайно это сказала. Закрываете вы злу дорогу в свой дом, в свою жизнь. Может быть, всем таким, знаете, хитромудрым товарищам, которые вовсе не товарищи, какому-то обману. Вот вы просто, вам, знаете, как на какой-то засов. Закрыть захочется собственную дверь, собственную жизнь. Хватит разочарований, вы себе говорите. И ведь это карта здорового равнодушия и выздоровления. Поэтому уходят те, может быть, люди,
Может быть, и судьба вам помогает вот расставить все по местам, вот именно уходят в самый прекрасный момент и избавиться навсегда от тех, которые, может быть, ваше благополучие нарушали. Точно. Тут сама справедливость, сама карма сейчас на вашей стороне. И всегда мы говорим причины и следствия, эта карта. И стало быть, смотрите, может быть, и есть какие-то обидчики в вашей жизни. Может быть, и есть и люди, самые разные. Это может быть и ближайшее окружение, а может быть и подальше где-то. Но карта ведь нам всегда говорит, если ты сделал что-то хорошо, то тебе пусть руками других людей, тебе это как воздастся, тебе приходит эта помощь. Но точно так же это бывает, когда какую-то работу над ошибками нам, ну, приходится совершить. Может быть, и вам вот эти выводы своего рода как работа над ошибками. Завершается то, что должно завершено быть. Уже это не имеет смысла, не имеет прогресса, а все же это старший аркан. И он где-то вам свидетельствует о том, что люди, может быть, вы раньше не видели, а люди, они все равно вели какую-то свою игру. И теперь вы понимаете, что, ну, вот как, знаете, обнажилась эта игра, стала абсолютно явной. Вы не хотите в этом участвовать, но и со стороны людей или обстоятельств в их жизни тут будут складываться такие конфигурации, у людей будет своих полно забот. И вы тоже, мои дорогие весы, можете делать определенные выводы. А что придет взамен? Ну, наверное, что-то не быстро. Может быть, для вас, для кого-то из вас нужно, вы сами будете брать какую-то паузу или как будто будете отстраняться. Вполне вероятно, вот эти сомнения где-то, да, мы с вами говорили. Не хочется сделать что-то быстро, а потом как будто разочароваться. Это точно. Смотрите, 7 мечей. Что придет взамен? Вы какую-то правду узнаете по тому человеку, который вас обманывал. Вы узнаете, почему вы как долгое время, как были, может быть, вот этот аркан повешенный, это, знаете, состояние такое, как в забытии. Да, это ты что-то делаешь, ты, понятно, живешь эту жизнь дальше, выполняешь определенную работу, ходишь, в принципе, может быть, на работу или занимаешься какими-то домашними делами, но ты не чувствуешь вкуса к жизни. Видимо, до конца марта все правильно расставить по местам. Именно что-то вам завершить выпадает. И, может быть, это даже не одна какая-то стезя жизненная, а две, мои дорогие, что придет взамен. Пока какая-то пауза. Иногда даже в отношениях, мои дорогие, непонятное молчание говорит громче любых слов. Может быть, это по части отношений, к примеру, об одном эпизоде в своей жизни вы сделали вывод, но здесь будет, значит, еще какая-то ситуация до конца марта, когда вы можете, допустим, иметь с кем-то договоренности, и вы уже будете к этому готовиться. А человек в последний момент как раз и свернул, свинтил, мы говорим, да? Или когда вам что-то пообещали, а вы понимаете, участие получается только ваше, как игра в одни ворота. И получается, что ты вечно проигравший. Но, видимо, такой период, мои дорогие весы, совершенно необходимо пройти, потому что вот вам действительно нужно всем недругам, всем хитрецам, всем лжецам закрыть дорогу. А что же придет? Что хорошего придет? Деньги придут, мои дорогие, для кого это? А вообще это карта баланса. Это карта помощи высших сил. Ну вот, кстати, что придет? Где-то мы можем связать и вот с этими картами. Вот смотрите, аркан повешенный. Если у вас сейчас сложная ситуация по финансам, тогда все карты говорят, ты включился в какую-то работу, ну или включилась, перекладывайте на себя. Или, может быть, ты постоянно кому-то оказываешь поддержку, помощь, а там люди уже сами давным-давно способны позаботиться о себе сами. И ты постоянно себя уводишь в ноль. Ты поэтому и не живешь, потому что, может быть, кто-то буквально не видит денег, не успел получить, уже отдал. Где они? Непонятно, правда? Или не успел получить, а тут уже иногда из числа личных, близких каких-то таких отношений тоже к нам приходят, уже зная, например, да, что где-то вот мы должны получить деньги. И у людей, кому нам сложно отказать, вырисовываются какие-то желания или срочные необходимости. Будьте внимательны, мои дорогие. Вам нужно кому-то сказать «нет».
Причем так нет, а себе да. От этого будет зависеть ваше благополучие и новое качество жизни. Здесь будет, знаете, что зависеть? Ну, какой-то судьбоносный момент. Все-таки, если мы говорим о высших силах, и в этой карте, обратите внимание, руки тянутся за деньгами, как будто дай. И карта подразумевает, помни, рука дающего сегодня, завтра станет рукой просящего. Может быть, у вас по судьбе вот именно такой экзамен жизни. Как проверяет вас судьба. Сумеете вы выровнять именно ситуацию, потому что вы больше будете отталкиваться от своих каких-то предпочтений, от своих правил в этой жизни, а не когда, ну, может быть, это постоянно идет какой-то минус для вас именно через людей. И потом вы вынуждены оставаться в каком-то, может быть, для кого-то словно в одиночестве, со сложными мыслями, а с другой стороны с каким-то финансовым минусом. Поэтому деньги как будто к вам идут, но они требуют совершенно другого отношения к себе. Внезапности, неожиданности, опять же, нам говорят деньги. Поэтому основная задача правильно распределить финансы, мои дорогие. По этой карте как будто вы можете, кто-то, по крайней мере, из вас, я знаю, что среди вас много людей интеллектуальных, много творческих людей, те, которые горят своими планами, да. Вот у вас как будто такой, знаете, финансовый прорыв может быть вот совсем близко. Может быть, это где-то, как ваш расцвет, ну, в апреле, предположим, уже где-то более с таким надежным прогрессом пойдет. Но вот как период подготовки, вот все то, что я только что сказала, вам совершенно необходим. Потому что без этого не будет, понимаете, вот этого, наверное, качества жизни. Может быть, вот эти деньги, которые приходят к вам, ко мне, может быть, в большем эквиваленте. А может быть, нам карта говорит, вот у тебя будет и до конца марта явно какая-то история по финансам, которые, в принципе, финансы радуют. Но обратите внимание, девятка. По нумерологии мы всегда говорим, это как карта перемен, это вибрирующее число. Сохраняй буквально деньги, впереди перемены. Ты себе в этом скажешь спасибо. Поэтому даже если какое-то внеочередное поступление денег, у кого-то банально, бонусы, премии, там, ну что-то такое, да, какие-то выплаты, отложите в свою кубышку, мои дорогие весы. Явно вы потом себе скажете спасибо. Личная жизнь. Вот посмотрите, вы что-то будете завершать. Есть у меня такая колода ангелов-хранителей. Там 13-й старший аркан, и я все, надеюсь, понимаю правильно. Это не про смерть, а это именно какая-то ситуация подходит к концу. Я об этом говорила. Да, это карта трансформации. Но мы говорим, вот в колоде ангелов-хранителей эта карта называется «Отпускай». То есть это не просто что-то там где-то завершается. Нет. Тут с контекстом, что мы должны, может быть, кого-то отпустить. Или какую-то историю. Королева жезлов. Здесь может быть у кого-то страстная любовь, у кого-то отношения, которые, ну, вот вы, может быть, отдаетесь прямо вот в полной мере этим отношениям. А ведь по королеве жезлов это та карта, которая умеет хранить тайны. Вы никогда ничего о ней не узнаете. Она, ну, скрыта где-то, ее планы, что она намеревается делать, какие виды она имеет на вас. Вот, кстати, не обязательно это женщина, это может быть и мужчина. Просто король жезлов – это другая немножко энергетика. Здесь может быть и мужчина, но вот он тоже на своей волне. Тут, посмотрите, опять же, информационного хаоса, карта и какой-то путаницы. Вот эту путаницу в очередной раз, я говорю, надо завершить. И вот, может быть, все то, что я говорила, где-то деньги, где-то какие-то жизненные коллизии, они именно касаются либо ваших партнеров, может быть, по браку, далеких родственников, ваших друзей – или какие-то контакты с людьми, может быть, даже с человеком, которого вы знаете, как вам кажется, очень хорошо. Вот здесь могут быть такие метаморфозы. Что же еще? Ну вот если нам тут о деньгах говорили, да, две карты выпали из лучших карты, причем в колоде, именно на финансы. Ну вот таким образом вы как свою силу наращиваете. Ну потому что собственные ресурсы вы сохраняете, поэтому как будто наступило время сказать правду себе. И может быть так красиво и элегантно, а вы великие дипломаты, поэтому у вас получится выйти из всех любых отношений, которые вас, ну знаете как,
какую-то деструкцию в вашу жизнь вносят. Или нарушают, мешают вам, мои дорогие. И это касается личной жизни. Для тех же, кто в паре, у кого все хорошо, вы можете получить какие-то известия, которые, может быть, связаны с некоторыми людьми, может быть, которых вы знали. Вполне вероятно, и вы даже в вашей паре будете продумывать вообще как новое построение, может быть, новых отношений, или, может быть, вы будете даже в паре отказываться от контактов. Ну, может быть, так тоже бывает. Вы семья, и где-то, или вы пара, ну, может быть, это вы с кем-то дружили, общались, контактировали. Вот тут тоже вы можете что-то пересмотреть. Хотя я не исключаю, что, может быть, и люди сами. Я вот говорила, что у людей что-то происходит, меняется. И это оказывает влияние на вас. Это не то, что вы инициировали сами. Но я допускаю, и люди будут сами, как будто уходить из вашей жизни. Отпускайте, мои дорогие. Какие-то ушли, значит, свято место пусто не бывает, придут другие. Ваши достижения. А вот вы уже смотрите в будущее. Добрая очень карта, когда мы, ну вот знаете, это как приступили к какому-то проекту, или нам уже что-то понятно, в чем-то вы точно профессионал. Но вот понимание того, что нужно что-то переложить на новые рельсы. Или как перестроить самого себя, может быть. Несколько сориентироваться, ну вот именно в каком-то новом формате, как будто поменять что-то нужно, да. И мы как будто останавливаемся на полдороги для того, чтобы хорошо переосмыслить, что же мы конкретно продолжаем, от чего мы отказываемся. Вот интересно, практически все сферы жизни у вас затрагивают до конца марта какие-то очень глубокие перемены, новые смыслы. Для вас новые дороги открываются, которые вам по судьбе. Две судьбоносных карты, как и справедливость, так и Верховный Жрец. Может быть, тут даже, вы знаете, как какие-то компании, организации, ну, смотря чем вы занимаетесь, да? Если есть желание найти работу, кто без работы, найти можно. Тогда по тройке жезлов, да, и вот как остановились на полдороги. Вы могли искать работу в одной сфере, а потом наступит, может быть, тот момент, когда вы себе скажете, а что это я вот зациклилась, да, или зациклилась на вот этой именно стезе, дай-ка я другое направление посмотрю. И поэтому у вас как будто ваша судьба вас ждет в другой немножко стороне, в другой как будто плоскости. Ну что же еще, что ждет? Ну, все то, что я сказала. Посмотрите, какие волшебные карты у вас выпадают. Императрица. Причем в новом качестве. Совершенно с другим смыслом жизни, с другим взглядом, как и на людей, так и на события. Да, надейся сам на себя, всегда говорят. Здесь и творчество проходит. Мои дорогие мужчины, для вас тоже. Может быть, и придется где-то договариваться. Это статусная карта. Тут у вас, похоже, статус будет меняться. Либо для кого-то статус, я не исключаю, может касаться и личной жизни, у кого-то именно вашей карьеры, ваших достижений. Может быть, все вместе. И я не исключаю также по тройке жезлов, это мы как в дорогу какую-то собираемся. Вполне вероятно, и вы будете планировать либо поездку, либо вот эти гости, переезд, какую-то важную встречу. Ведь это у нас дела, работа, бизнес, важные контакты, встречи, может быть, и есть конкретный контакт. И я бы сказала, смотрите, это как судьбоносная какая-то встреча у вас может быть. У кого-то даже по работе, да, вот вы выходите, как будто, может быть, в ту организацию, где вы сумеете раскрыть свои таланты, где вы будете себя максимально комфортно чувствовать. Или то любимое дело, а императрица только любимыми делами занимается, она себя бережет. Но для кого-то еще вопрос может стать пересмотр вашего имиджа. Вот именно имидж нужно менять, потому что тут по статусу как будто нужно соответствовать. Вот этого я тоже не исключаю. Финансы, хотя нам тут сказали, а вот посмотрите, десятка кубков. У кого-то деньги вашего партнера, может быть, да? Ну или получение вами денег. Но в целом давайте возьмем, это карта по максимуму, причем добрых эмоций, радости. Вот вы будете деньгам в принципе рады. Тут есть возможность, да, то есть вот, ну есть какая-то сумма, может быть она и неожиданно у вас на внезапности. Может быть вот именно эта сумма вас заставляет, ну как триггер, вот не распылять ее сейчас, а наоборот сохранить. И вас это тоже будет радовать. Здесь у вас может
точно так же, как соединяться финансовая сфера и, посмотрите, именно деловая. Может быть, как на кону будет стоять. Вот действительно карьера, кто-то уделит себе внимание, и вот эти деньги потратит просто, ну, или какую-то сумму на собственное здоровье, на имидж. Ну, мы не говорим, что вы болеете. Ну, у кого-то профилактический какой-то курс или какие-то СПА-процедуры, может быть, бассейн, ну, или какие-то иные процедуры, да. Тут вот именно о себе вы начинаете думать, мои дорогие весы, именно тогда, когда, ну, может быть, даже и люди как-то так себя проявляют, или именно до конца марта вы видите вот этих, кто в масках, и будет горячее желание больше, ну, не продолжать какую-то историю, которая уже, в принципе, для вас понятно, к чему приведет. А захочется быть счастливым, и у вас такие карты выпадают. Но это не само по себе. Тут такая сложная достаточно работа над собой. Или когда мы себя уговариваем принять новую реальность. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Ну вот непростой расклад, но ведь оно ж того стоит. Переложите выпавшие карты, я думаю, поразмышляйте. Может быть, вернитесь к нашему раскладу. Хочется сказать, не упустите благое время. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на мой сайт или подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.